Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу поделиться с вами еще одним очень легким летним ажуром. По своей сути рисунок, чтобы такой сформировать, нужно запомнить всего лишь один ряд, как он вяжется. Дальше вы провязываете все лицевые ряды точно так же, только со смещением 2 петельки, при том, что все это интуитивно понятно, и сами петли подсказывают, как и что вам провязывать далее. Но посмотрите, насколько он эффектно выглядит. Вот так он смотрится при вязании снизу вверх, формирует очень легкую волну. Камера немножечко искажает, вот как выглядит эта волна. Если же вы любите вязать от горловины, рисунок будет смотреться очень-очень похоже. Вот так он будет выглядеть. Изнаночная его сторона выглядит вот таким образом. Но вот таким простым рисунком можно связать любую летнюю вещь очень быстро, просто не задумываясь, не заморачиваясь, сотворить себе красивую маечку, топик или же кофточку, кардиган. Очень красиво этот узор будет выглядеть в шалях и палантинах. Также красиво будет смотреться с таким узором сарафан или же летнее платье. Если вы подберете пряжу более такую блестящую, нарядную, этим узором можно оформить и еще и нарядные вечерние вещи. Красиво будет, если будет ажурная спинка в вечернем платье или же рукава из тонкой пряжи связаны таким рисунком. Для вязания этого узора подойдет любая гладкая пряжа. Также будет красиво смотреться в пушистых видах пряжи. Что хочу еще сказать по цвету. Я этот узор пробовала во многих цветах провязывать, детали этого узора, элементы изделия делать с таким узором. И вот что я заметила. Он смотрится в разном цвете абсолютно по-разному. Вот я выбрала такой сиреневый, глубокий сиреневый цвет. Это смотрится красиво и интересно. Если же вязать, к примеру, из нежно-розовой пряжи, рисунок хуже виден, сам рисунок, но вещь получается настолько нежная, прям вот женственная такая. Поэтому просто пробуйте и смотрите, что вам больше по вкусу и под какое настроение вы вяжете это изделие. К выбору спиц этот рисунок абсолютно не привередлив. Он красиво смотрится как в достаточно плотном вязании, так и в рыхлом. Поэтому просто пробуйте и смотрите, какой вариант вам больше нравится. Вот этот мой образец связан из достаточно толстой хлопковой пряжи. Здесь 200 метров в 100 граммах и вязала я на спицах номер 4. Как видите по схеме, здесь запоминать нечего, возможно, большинству схема даже не пригодится. Раппорт данного узора составляет 8 петель в ширину и 8 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать 2 раппорта этого узора, поэтому я набрала 18 петель. То есть 16 это 2 раппорта узора и 2 кромочные. Петель симметрии этот узор не имеет, поэтому кто вяжет на слух, здесь все четко и ясно. Отнимаете кромочные и просто провязываете вместе со мной. Если же вы вяжете по кругу, вы можете это делать по той же самой схеме, которую я прикрепила выше, или вязать на слух, кому как удобнее. Количество петель вы набираете кратное 8, и кромочные петли, естественно, вам будут не нужны. Давайте начнем. Первый ряд. Кромочная петля, я ее просто переснимаю. Накид, лицевая
накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я вам покажу простой способ и как провязывать 3 вместе протяжкой. Итак, простой способ, которым пользуюсь я, просто подхватываю все 3 петли и провязываю их одной лицевой петлей. Мне так вязать удобнее, но некоторых, если спицы недостаточно с острыми кончиками, будет выполнять этот элемент не очень удобно. Поэтому в следующем ряду я покажу, как это делается по-другому. Итак, 3 вместе, далее 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора и повторяю. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. Я провязала 2 раппорта узора, ряд заканчиваю кромочной петлей. Все четные ряды в этом узоре вяжутся изнаночными петлями. Накиды также провязываются изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, все петли в четных кругах вы провязываете лицевыми, накиды в том числе. Я думаю, здесь никаких сложностей возникнуть не должно, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. В третьем ряду я буду провязывать все точно так же, только со смещением в 2 петли. Итак, давайте провяжем. Кромочная петля, я ее просто переснимаю. Далее идет 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Если вам удобнее вязать протяжкой, тогда вы 2 первые петли переносите на правую спицу, а 3-ю петлю провязываете. И через нее поочередно перебрасываете 2 первые петли. Все, эта петля уже провязана. И вяжем дальше. 2 лицевые петли и накид. Я провязала 1 раппорт узора. Повторяю. Лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Провязываю 3-ю петлю, через нее перебрасываю первые 2 петли поочередно. В общем рисунке нет никакой разницы, каким способом вы будете провязывать эти 3 петли вместе. Просто кому-то удобнее так, кому-то другим способом. Дальше идет 2 лицевые и накид. Я провязала 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 5-й ряд провязывается точно так же, как и 2 предыдущие, но опять я делаю смещение в 2 петли. То есть кромочная, я ее просто переснимаю и провязываю 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид, лицевая, накид. Я провязала 1 раппорт узора и повторяю. 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид, лицевая, накид. Я провязала 2 раппорта узора, ряд заканчиваю кромочной петлей. 7-й ряд, и я вновь смещаю узор на 2 петли. Кромочная петля, у меня идет сразу 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид, лицевая, накид, 2 лицевые. Я провязала 1 раппорт узора и повторяю. 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид, лицевая, накид и 2 лицевые. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Вот так выглядит 1 раппорт узора. Чтобы у вас получился ложный жгут, как у меня на рисунке, нужно провязать большее количество раппортов, как минимум 2.
Итак, вот у меня провязано 8 рядов. И далее мы начинаем с первого ряда и вновь смещаем 2 петли. Кромочная, накид, лицевая, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, это я провязала 1 раппорт узора и повторяю: накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые и ряд заканчиваю кромочной петлей. И так вяжете то количество раппортов в высоту, которое нужно для вашего изделия. Я думаю, что вы убедились, насколько простой узор и как он эффектно выглядит в изделиях. И начиная с маленького образца, вместе со мной вы загоритесь и свяжете красивую летнюю кофточку, маечку или футболочку. Всем хорошего дня и до встречи на канале!